Всем привет! Вы на канале Дубль 2, я Галина. Снова иду в стоматологию сегодня. Кажется, то ли 5-й, то ли 4-й зубик я сегодня буду делать. Это наш дом. А вот там вот в доме на 1-м этаже, такой красный с серым, это стоматология. В общем, идти мне недалеко. Ой, кисеныш прибежал, который к нам домой бегает. Привет, кисеныш. Привет, мам. Mogli boju da pogode. Ajmo sad. Hoćete. Dobro. Какая здесь прелесть, продается к Пасхе. Такие наволочки. Супер просто. Я обязательно прикуплю. Очень классные. И вот еще. Здесь есть и скатерти. Есть беленькие, вот не такие яркие, вот с такими кроликами. Цыплята. Вот еще тоже что-то яркое. Тоже классное. В общем, сейчас что-то выберу. Это вот все наволочки пока. С этой стороны беленькие. 269 динар стоит. 45 на 45. Мне как раз подойдет.
Разные скатерти. Такие салфеточки. Ой, ну рисунки, конечно, просто шикарные. Как они красивые, какие. Это тоже ровно куча. Китайский магазин, только другой, не в котором мы были на днях в центре. Это в нашем районе магазин. Ну, цены такие же. 1000. Но на улочке недорого. 260 динар это недорого. Вот продаются такие основы. 360 динар стоит. Это можно и для рождественского венка делать самим. И для Пасхи тоже. В общем, кто хочет сам сделать, покупает такую основу. Ну, конечно, можно и основу самому сделать. Всяческие зеркала. Ковры, паласы. В общем, чего здесь только нет. Так, рамки нужно повнимательнее посмотреть. Вот мои чехлы на стуле, которые у меня на кухне. Цвет только не вижу такой, как у меня. А, вот он, шампань. 300 динар стоит. Вообще недорого. Всякие корзиночки можно тоже оформить. Для интерьера красиво сделать. Кашпо тут всяких разных, какие хочешь. Я себе на балкон тоже здесь покупала.
В общем, искусственной зелени море. Прищепки. На гладильную доску. Ну, в общем, здесь в этом магазине есть все. Гладильные доски. Ну, цены разные. Вот 4000, 1900, 2000. Самая дешевая 2000, самая дорогая 4. Вот смесители тоже есть в китайском магазине в Родной Куче. Цены не знаю, видно, нет. 1200, 1400, 1600, 800, 2600, 1700, 2800, 2600, 2300. Вот такая 1900. Так, здесь все. Лампочки, электричество. Полотенца. 550, 1000. Ну, это в зависимости от размера, конечно же. Мухобойки. В общем, есть все. Всякий разный инструмент для мужчин. Не знаю, цены видно или нет. Выбор большой. Но мы уже что-то покупали домой, это не было дорого. Не дороже, чем в России. Для велосипедов 119, ну, тоненький 400, а вот толстый 650.
Вот, кстати, у нас нет дома фонарика ни одного. Сейчас мы, наверное, что-нибудь прикупим. Вот скотч, могу сказать, точно дешевле, чем в России. Потому что я в последнее время перед отъездом очень много скотча покупала. Мы упаковывали наши коробки с вещами. И стоил он в фикс-прайсе, по-моему, 99 или 100 с копейками. Сейчас точно не помню, но сотню. Здесь 79 динар. Соответственно, на рубли это рублей 60, да, получается. Толщина такая же. Таких подсветочек очень много, всяких разных. 1300, 1200, 500, 900, 1000, 1700. В общем, в зависимости от длины 650. Вот. У меня такая прикреплена к кухне снизу. Мне нравится. Я ее, правда, привезла из России. Она тоже была не очень дорогая. Не помню, сколько она стоила. Ну, рублей 500, наверное. Очень много удлинителей всяких разных, переходников. Мы выбираем фонарик. Ну что, мы на чем-то остановились уже, нет? Да, на проблеме определить, что сколько стоит. А, Потому что вот это вот, ну как, красивая. ну иди спроси у продавца. Ну ничего, я Потому проказываю, буду что здесь спрашивать. просто берут и перекладывают, видишь. Вообще, кстати, Сербия вообще не свойственно, чтобы стоял товар не там, где его цена. Такого нет вообще. Здесь просто вот потрогали, посмотрели и поставили в любое место. Вот, ну, включился. А то, что вот более так вот стационарно стоит, оно все рядом со своей ценой. Нам такой большой не надо, да, какой маленький купим. У них логика управления у всех одинаковая. С одной кнопки управляются и на вот это переключаются. Я как бы не знаю, но нам надо вообще. Такой большой нам не надо. Ну, здесь с Точно. фонарикой. Интересно, настоящая. Написано, что типа должен. Вот. Ну, и Здесь есть даже аквариумы. И то, что в них. Дизайн для аквариума. Аквариумы, правда, не очень большие, вот такие все. Стоят что-то там 3, я вижу 3300. Ну, маленькие дешевле. В общем, чего здесь только нет. Это все для сада-огорода. Перчаточки 119 динар. Не знаю, дорого это или нет. 129. Лейка 160, 300. Вот земля здесь дорогая, я вижу. 20 литров, 500 динар. Это очень дорого. Я беру за 350, а видела еще дешевле, за 280. 20 литров. Коврики. Ну, у нас все это дело есть. Я разделась до футболки, потому что в магазине очень жарко. Так натопили. Кондиционеры работают очень сильно на обогрев. Я просто в футболке хожу здесь. Ну что мы тут с фонариком-то все определились? да, Какой берем? вот этот. Этот 350 динар. Все, отлично. Взяли наволочки мы. 2 комплекта. По 550 динар. 50 на 70 размер. Вот постельная, но нам вроде как не надо. 1200, 1400, 1600, 2200. Ну, видимо, от размера зависит. Там одеяло наверху. 3000, 2600, 2200.
покрывало симпатичное. Тоже пока не надо. Все есть у нас. Все привезли из России. Здесь посуда. Вот такие лоточки. 399. У меня вот такие два стоят. 199. Вообще недорого. 550, но это большой лоток. 260. Вот беленькие. Ну, в общем, недорого. Поднос. Подносы вообще здесь дорогие. Даже вот в чистом виде просто дерево. Вот он стоит 1800. $200 со стеклянным дном. В общем, это нам тоже все не нужно. Пленки. Вот я тоже сделала на свой стол такую защитную пленочку. Вырезала по форме стола овалом. И получилось просто отлично. У меня вот такая черная прозрачная с черным. Есть просто прозрачная. Всякие формочки для выпечки. 400, 300, 350. В общем, в Сербии есть все. Я везла даже вот какие-то вот такие для выпечки штуки. В общем, что я только сюда не везла. Но у меня было свое. Мне как бы не выбрасывать же. Мне было жалко. Я продала свою недвижимость. Поэтому выбрасывать и потом приезжать снова покупать был не вариант. Поэтому я все везла. Ведрышки для льда 650. Графинчики 450. 1000. Графинчики для водки. Или раки. Так, а здесь что-то деревянное. Ступки разные. Ну, кстати, вот эта ступка недорого, а прикольная. А вот тебе и Маша, которая, я слышала, переехала недавно из России в Сербию, в город Нови Сад. Теперь эта компания здесь. А что это такое вообще, интересно? Почему здесь Маша? Что это? Здесь какие-то два отверстия. Если это детская картинка, предположительно, это что-то детское должно быть. Как ты думаешь, что это такое? Карандаши, наверное, подставка. Два карандаша? Ну, там еще форма такая, да. Может, ручки. Карандаш и ручку, наверное, оставить. Я не знаю. 99 динар. Кто бы мог подумать. Вот она, Маша. А почему без медведя?
Не поместился. Пьем пиво, пьем вино написано. Вот так вот. Досочки. Это что-то очень красивое, но мне это не надо. Вот такую доску я недавно в Лидле купила за 500 динар. Но только цвет она светлый. А здесь 1300. Но я брала по акции. Пуфики. 1000 динар. Ну и как без игрушек? Конечно, огромный отдел игрушек. В общем, если вам что-то нужно, вы 99% здесь это найдете. Я вижу холсты. Пойду до них дойду, посмотрю цены. Вообще у меня их пока в достатке. Ой, какая прелесть, игрушка. Смотрите, какая прелесть. Вообще класс. Сколько такая прелесть стоит? Ну-ка. 1500. Классная. Садись. Так, холсты. 40 на 50, 700. Ну, с учетом того, что я брала в Лидле по акции, большие 50 на 70 по 600, то это уже дороговато. Но те я брала по акции. Поэтому, в принципе, это нормальная цена. Пойду дальше посмотрю. Есть еще, это второй этаж, есть еще ровно куча на первом этаже. Мы закупились, что хотели. Там одежда, там много всего. Ну, такая одежда. В общем, блестки. Не мой стиль, короче. Одни блестки. Я думала, такое уже не продают. Кажется, продают еще. В общем, все блестит. Интересно, сколько этот блеск стоит? Ну, может быть, я чего-то не понимаю, конечно, в моде. Это платье стоит 3600. Ну ладно. У всех вкусы разные. Не будем говорить. Ну, в общем, я бы не стала носить такую вещь. Кому-то, наверное, нравится.
Кстати, сумки тоже все блестят вон. Тапочки. Ну, хоть тапочки не блестят. Кстати, тапочки, вот лично для нашей квартиры, вот такие вот, милое дело. Потому что у нас все-таки для зимы пол оказался прохладным. Зимой очень холодно. Холодный пол. Не в квартире холодно, а именно пол холодный. Потому что у нас первый этаж при зиме. Но как бы в носках, конечно, нормально ходить. Я имею в виду, что босиком не походишь. Ну, какие пушистики. Полторы 1300. Ладно, в общем, здесь все, что нам не надо. Мы пойдем дальше. Какой только здесь обуви нет. Я имею в виду тапочек и таких, и таких, и таких. Так, сейчас я еще быстренько посмотрю вообще, в принципе, что здесь есть. И побежим дальше. В общем, одежда здесь, конечно, такого уровня распродажного. Магазина распродажки. Которых в России тоже хватает, таких магазинов. О, клетка классная. Интересно, сколько она стоит? 7200. У меня просто есть желание такое приобрести еще попугайчика. Но я все не могу никак решиться. Их очень много на рынке продается. Но дело не в том, сколько они стоят вообще и так далее. Дело в том, что совсем будешь привязан. С котиком-то мы привязаны. Если еще попугайчика взять, то вообще будешь думать, как уехать куда-нибудь. Ладно, в общем, все понятно. Побежали мы дальше. Китайский магазин, ровно куча яек. Выглядит вот так. Это где мы сейчас были. Мы после магазина китайского яек идем в Lidl. Но нам практически ничего не нужно, как всегда. Вот, там есть по акции маслинки, оливки. И мы хотим немножко их купить, пару штучек. Вот, я сегодня сходила, я уже говорила, к стоматологу. Сделала еще один зуб. Я не помню, то ли 4-й, то ли 5-й уже. И, как всегда, я себя ловлю на мысли, что после стоматолога этого я выхожу до невозможности счастливая, улыбаюсь, улыбка до ушей, потому что я привыкла в России всегда стоматология, проблемы с зубами, у меня был стресс просто, потому что я не знала, куда бежать, я не знала, во сколько мне это выльется, предположительно, это было всегда очень дорого, и не знала, куда идти. То есть у меня не было какого-то конкретного стоматолога, все было от ситуации. В общем, я всегда жутко стрессовала. Это было дорого и болезненно. Всегда мне лечили зубы с обезболиванием. Здесь мне ни разу, вот 4-5 зубов мне сделали, ни разу не использовали обезболивание, потому что в этом не было необходимости никакой. Это абсолютно безболезненно, без очереди. Что радует, недорого абсолютно. И в приятной обстановочке играет музыка. В общем, просто шикарно. Тебя постоянно спрашивают, все ли в порядке. It's okay, it's okay. Вот. В общем, для меня перестала проблема с зубами быть болезненной, страшной.
и так далее. Я сделала один зуб сегодня, он стоил 3500 динар. Мне и раньше делали точно за такие же деньги. Я имею в виду здесь, в этой стоматологии, 3500. Но при этом это световая пломба хорошая, то есть хороший материал, там, в общем, материал здесь отличный, то есть недорого не потому, что плохой материал, а просто здесь так стоит стоматология, недорого. И при этом я еще врача попросила, у меня были 2 проблемных зуба, один царапал мне все время щеку, краешек был какой-то, шумные детки, краешек был какой-то острый очень. А второй был зуб такой шершавый на ощупь, в общем, он мне не нравился. Не знаю, в чем проблема, почему он стал такой, но он стал такой по факту. Я попросила отшлифовать эти зубы, и он мне 2 зуба еще сделал эти, отшлифовал. Причем за деньги он взял только за один зуб, за пломбу. 3500. За то, что он мне еще отшлифовал 2 зуба, он денег не взял вообще. Вот, так что вдвойне приятно.